Итак, криптоэнтузиасты, максимальный день вам в хату, потому как у нас уже закончился март, на данный момент апрель, а как говорится, весь апрель, никому не верь. Итак, ну что у нас по крипторынку? Биток у нас 1,8% приток капитала, а остальной рынок просто замер. Сегодня у нас торговые войны с Трампом, максимальная развязка по поводу торговых войн. Все ожидают сильнейший пролив по крипторынку, особенно вплоть до 54 тысяч долларов. Ну, я в принципе в это не верю, посмотрим. У нас, конечно же, за неделю альткоины просто пострадали. Смотрите, минус 20%, минус 30%. Это просто трэш. За день у нас, ну так себе, что-то там вроде бы как и восстановилось. Будем, конечно же, наблюдать. Этот цикл у нас не такой, как все были циклы прошлые. Не было у нас сильнейшей эйфории, не было у нас альт-сезона. Было две волны роста, это март и декабрь 2024 года. И все, на этом всем дело закончилось. Просто всех нагнули, отодрали и все. Биточек у нас в диапазоне 84 тысячи долларов держится, не падает. Эфириум 1879. Ну, вчера был 1900, сегодня 1800. И многие, конечно же, в чате пишут и вообще в комментариях пишут то, что у нас, конечно же, будет медвежка. Медвежка. Без подписки смотрит мой контент 56%, с подпиской 43%. Нужно исправить данную информацию. Статистика уже здесь не та. Нам нужна хорошая статистика. Итак, хорошо бы еще помурыжить альт-сезон в 28 году, закупиться, но тогда у нас цикличность рынка немножко сломается, понимаешь? И вот здесь у нас самый главный медведь. В этом месяце у нас будет отскок, как и был в апреле 2022 года, а дальше только вниз погружаемся на медвежку. А как известно, все мои прогнозы с декабря отрабатывают, хоть и ты и не верил. Ну и блин, я не верю в медвежку. Вот ты хоть тресни, но я не верю. Я уже подумал, экспандером накачал, чтобы мешки с деньгами ну смотри, я экспандер качаю. У меня вот прям на столе есть экспандер, смотри. Металлический такой, такая пружина, я его качаю. Это ты имеешь в виду, что у меня с руками? Но у меня так, кисти накачанные, это раз. Во-вторых, маленькая кисть. Маленькие просто, у меня инвалидность, короче. Я тебе сразу скажу, у меня инвалидность, но кисти я качаю. У меня мышцы такие, как плоскогубцы. У меня жена говорит, у тебя руки как плоскогубцы. Вот. В принципе, вот так вот. Ну, что сделаешь? У каждого есть свои вады. И что у нас, в принципе, дальше по крипторынку? Биток у нас удерживает важный уровень. Это диапазон 77-80 тысяч долларов. Мы, в принципе, здесь вот можно так вот отметить то, что отбились от этого блока. Вот так вот можно это все дело подправить. И здесь мы на данный момент ходим, можно сказать, по краю бритвы. Потому как если мы пробьем этот блок, мы уйдем ниже. И тут уже будет следующий блок, конечно же, 68-70 тысяч долларов. Но здесь уже будет 100% медвежка. 100% медвежка, там дальше только отскок дохлой кошки. Сейчас тоже еще ничего не понятно. Но фишка в том, что уже здесь нисходящий тренд у нас вроде бы как думает сломаться. Нисходящий тренд у нас есть. На 4-часовике мы его можем вот так вот увидеть. Здесь у нас такой вот клин нисходящий. У нас было раз касание, 2 касания, 3 касания. Подошли 4, 5 и вот подходим 6-й раз. Может быть такое, что мы здесь его пробьем, этот нисходящий тренд, и тогда у нас уже будет здесь разворот формироваться. Но будет ли это отскок дохлой кошки или нет, мы увидим постфактум, спустя какой-то период времени. Но нисходящий клин здесь у нас присутствует. Может быть такое, что мы уйдем в нижнюю часть клина, пробьем нижнюю часть клина, это диапазон 75, опять отретестим 73 тысячи долларов и развернемся вверх. Дай бог. Но я думаю, что вот здесь вот уже лой был поставлен в диапазоне 76 на этой локальной коррекции. Конечно же, многие говорят то, что медвежка, но я не верю в эту медвежку, потому как мы не видели эйфории на альткоинах. Ну что это такое? Что это был за рост? Solana выросла там, да? Трамп вырос в течение суток, забрал всю ликвидность с рынка и упал.
Все. Не было привлечения конкретных простых людей в рынок. Если в дальнейшем этого не будет, не покажут иксы, сюда просто больше никто не будет приносить деньги. Я в каждом видео буду говорить, что этот рынок скама и отъема денег. Сюда нельзя заносить деньги. Все. Разве что только шортить. Шортить, шортить, шортить. Любой альткоин открывай и шорти. По метрике Stock to Flow, что мы можем заметить? У нас в основном альт-сезон начинается под конец года. Вот, под конец года. Смотрите, здесь у нас идет разбивка. Разбивка у нас на 2 года. Вот эти вот линии, это у нас такой вот отдельный квадрат, это 2 года. И мы можем увидеть, что у нас вот идет линия, 2014 год, под конец года, как раз вот начиная вот с середины 2013 года, под конец года идет желтая зона, зона эйфории. Аналогичная ситуация у нас 2017 год, вот конец года, середина 2017 года, желтая эйфория, альт-сезон. Альт-сезон, желтая зона эйфории. 2021 год, конец года, середины 2021 года тоже у нас эйфория, альт-сезон. И у нас, в принципе, здесь аналогичная ситуация. Мы вот уже подходим, у нас уже 4-й месяц 2025 года. И как раз, по всей видимости, до осени у нас здесь должна быть эйфория. Здесь уже ключевая точка. Если мы до сентября месяца примерно ничего не увидим, никаких изменений на рынке, а продолжение данного мурыжения, ну, этот рынок просто сломался. Он отнял деньги у большинства участников этого рынка, в том числе и старых участников. Нагнул всех через колено, отымел, отхлестал кожаными плетями, и мы на этом расходимся. Дальше, что у нас по доминации биткоина? Вопреки, конечно же, истории, доминация биткоина продолжает расти. Сегодня новый день, рост доминации биткоина. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дней подряд рост доминации биткоина. Ну, здесь небольшая такая вот свечечка, но все равно она была в восходящем тренде. Растет доминация биткоина. Это просто трэш. Это просто трэш. Мало того, доминация биткоина растет, так еще и биткоин корректируется. Это не просто так. Биткоин уходит на коррекцию вниз. С ростом доминации битка за собой тянет все бабки с альты, и она просто умирает. Вот, 7 дней роста доминации битка показывает нам за неделю умирание альткоинов. Просто умирание альткоинов. Не дают простым людям заработать. Не дают. Люди простые не могут лонговать, не могут шортить. Притом, если они могут, они не соблюдают риск money management. Они заносят деньги и все, и теряют здесь деньги. Вот подписчик один скидывал мне свой скрин. У него лонг по XRP. Вы себе представляете, 100 тысяч долларов у него на балансе. И уже, короче, там минус 15 тысяч долларов. И идет к ликвидации. Ликвидация полного депозита будет в диапазоне, когда XRP придет в диапазон 80 центов. Это просто трэш. Это просто трэш. Если мы в этом цикле ничего не заработаем, не увидим, я буду в каждом видео говорить, что сюда деньги нельзя нести. Нельзя. Нужно только заносить какую-то часть капитала в изолированную маржу и глобально шортить до опупения этот скам рынок. Потому как это скам. Это самый натуральный скам. Итак, монетка NEO. Давайте-ка мы посмотрим монетку NEO. Вчера мы ее разбирали, некоторые говорят, что монетка NEO может дать 40 иксов. Это старичок рынка с капитализацией 400 миллионов долларов. 400 миллионов долларов. Здесь у нас нету инвестиций, вестинга, ничего нету. 70% монет в обороте. И, конечно же, монетка NEO находится в нисходящем тренде. Такой вот у нас нисходящий канал с некими локальными пампами. Мы можем увидеть то, что у нас в 2019
В 2021 году было движение по NEO, здесь у нас было 20 иксов, 2000% роста. И в принципе, если у нас будет продолжение движения, я думаю, что NEO может сходить в диапазон $30. Вот сюда вот. В диапазон $30 из текущих здесь у нас может быть примерно 500% роста. Но если мы пойдем в верхнюю часть канала, здесь у нас будет около 10%. Ой, 500% роста, а здесь будет у нас около 10 иксов. Извиняюсь, чуть ли не сказал 10% роста. Вот, так что, в принципе, может быть такое, что NEO у нас пойдет в верхнюю часть канала. Но какие-то там перебития хаев 21 года и 17 года я в это не верю. Потому как NEO относительно биткоина в этом цикле показывает, ну, не очень хороший результат. Если мы посмотрим относительно биткоина, смотрите, на бирже, допустим, PNX, это просто трэш. Это просто трэш. Polonix, давайте возьмем, допустим, Bitfinex. Здесь полный график. Вот. То, в принципе, если взять 2018-17 год, здесь у нас было восходящее движение. А в 2021 году мы даже не приблизились к этим восходящим движениям. Уже здесь слабость. А тут тем более слабость. И смотрите, мы пробили относительно битка всю поддержку, которая была у нас в 2017 году. Сильнейшие иксы здесь, я думаю, что, ну, это очень сложно, конечно, будет увидеть. Давайте посмотрим по объемам, что у нас творилось по объемчикам. И мы можем увидеть то, что здесь были сильнейшие распродажи. Сильнейшие были распродажи. Желтые объемы, линия POG у нас, ну, просто вот здесь вот. Ну, это просто трэш. Это просто трэш, это просто трэш. И здесь у нас вот с желтых объемов вот это сильнейший блок сопротивления. Мы можем, конечно же, прийти отретестить данный блок, но пробивать его, ну, я не знаю. Если мы будем идти ретестить данный блок, то у нас с текущих примерно будет рост. Смотрите. Даже на ретест это будет 1200%. 12 иксов относительно битка. И в этом цикле большинство альткоинов показывает выхлоп. Если он показал альткоин относительно битка движение 500%, значит относительно доллара тоже 500%. В этом цикле максимально альта просто недооценена и не дает ту самую доходность, которую все ожидали, конечно же. Может быть такое, что в этом цикле, конечно же, всех людей конкретно нагнули с этими альткоинами. Сейчас все сидят в просадке. У меня тоже большинство альткоинов в просадке, особенно те, которые я набирал в 2024 году. Менял Solana на эти альткоины скамовские, и они в просадке. Вот. И портфель терпит на данный момент просадку. Если бы я держал бы свой портфель в Solana, не трогал бы ее, не менял бы на новую альту, то у меня была бы колоссальнейшая доходность. И даже Pepe я покупал, тоже там иксы. А в Solana тем более были иксы у меня. Сейчас бы там было более 10 иксов в Solana. Вот так вот. Но новые альткоины, они просто скамят портфель. И может быть такое, что этот цикл у нас, сделан для того, чтобы соскамить всех участников, как старых, так и новых на этом крипторынке. Будет ли у нас в дальнейшем альтсезон, мы точно не знаем, но если он и будет, нам нужно увидеть движение биткоина выше, чем $100 тысяч, и то не факт, что там мы можем увидеть движение по альткоинам. Потому как с лета 2024 года у нас было движение по биткоину до декабря, но мы не увидели те самые интересные иксы по альте, которые должны были быть. Вот что. И этот цикл не такой, как был прошлые циклы. Если в 2020 году у нас развернулся тренд альткоинов с коронадампа, и мы увидели только рост альткоинов, то в этом цикле мы наоборот видели только падение альткоинов. Только падение. Летом схлопнулись альты 3 раза по минус 50%. И еще вот примерно зимой тоже схлопнулись альты. Ну где-то 2 раза по минус 50%.
В общей сложности альткоины укатались на минус 85%. Где бы ты ни покупал какие-то альты, если ты не зафиксировал 2-3 икса, если они давали в моменте памп, в дальнейшем ты ловишь просадку минус 85%. Если я не прав, можете написать в комментариях, что ты не прав, альт-сезон у нас был. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Поддержим Телеграм. Он есть в описании под видео. Я думаю, что мы доживем до эйфории. Если эйфории нам не покажут в этом цикле, скам рынка полный. Всем пока, до связи, мирного неба.